Well, I'd like to start to say thank you for this opportunity, for this interview. Мне бы хотелось поблагодарить вас за предоставленную возможность, за возможность взять это интервью. And could you please start by introducing yourself, your position, and how long you have been in this position? Не могли бы вы представиться, назвать свою должность, кто вы, и сказать, как долго вы занимаете эту должность? Спасибо, Патрик. Но прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, хотелось бы поздравить вас с рождением сына. И хотелось бы верить, и я так понимаю, вы сами верите в то, что Тимофей Патрикович будет иметь свободную возможность передвижения между Донецком и Соединенными Штатами. И тем более, что если после того, как закончится эта гражданская война, будет восстановлен Донецкий аэропорт, Луганский аэропорт, у него будет прямая возможность посещения двух родных для него стран. По поводу вашего вопроса, я, конечно, могу сказать, я, Плотницкий Игорь Венедиктович, являюсь главой Луганской Народной Республики. 2 года назад жители избрали меня на эту должность, и на сегодняшний день я возглавляю Луганскую Народную Республику и выполняю все те требования, которые народ ставил перед руководством. Can you tell us what the Lugansk People's Republic intends to achieve by taking part in the Minsk agreements, and as well tell us how the recent agreement for the 3 buffer zones is going? Не могли бы вы сказать, чего ожидают жители Луганска от Минских соглашений, от их выполнения? И также прокомментируйте, в каком состоянии находится ход выполнения Минских соглашений на данный момент. Вы знаете, наиболее показательным ответом на ваш вопрос может служить вчерашний репортаж по нашему местному телевидению, где проводился опрос. Там был вопрос, который, насколько вы считаете возможным выполнение Минских договоренностей, и 3 вопроса. Выполнит Киев, не выполнит и выполнит под давлением Америки. Так вот, наибольший ответ, люди говорят, что добровольно Киев не будет выполнять Минских обязательств. Он может выполнить их или под влиянием Соединенных Штатов Америки, которые имеют влияние на нынешний режим, или же это будет решаться путем, скажем так, дальнейших боевых действий. Киев всегда, мы об этом уже 2 года говорим, что он делал все возможное для того, чтобы оттянуть, затянуть или не выполнить те договоренности, которые существуют между нами. На сегодняшний день можно говорить о том, что, возможно, Киев тянет время для того, чтобы прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, чтобы определиться, кто будет следующим президентом, и понимать, какова будет дальнейшая перспектива развития этих Минских соглашений. То есть, если говорить по-простому, даст ли Америка еще денег киевскому режиму или нет. Если даст, значит этот процесс будет затянут еще больше. Если не даст, значит тогда режиму киевскому придется как-то менять свою стратегию, и в чем-то какие-то подвижки будут. Мы знаем, что сейчас в Соединенных Штатах Сенат принял решение о выделении летального оружия Киеву, что мы не поддерживаем, и посмотрим, чем это будет, чем это обернется в будущем. Возможно, президент наложит вето на это, а возможно и нет. Поэтому для нас как-то связались нынешние выполнения, будьте здоровы, связалось нынешнее выполнение киевских обязательств каким-то таким странным образом, связалось с выборами, которые проходят сейчас в Соединенных Штатах. То ли будет Клинтон, то ли будет Трамп. Да. Поэтому, и я думаю, Порошенко будет очень сильно затягивать решение всех этих вопросов до того, как Америка не определится, кто же будет на самом деле президентом. Can you tell us
how the situation was in 2014 after the war started, and who was the ones that were shelling civilian areas? Расскажите, пожалуйста, про ситуацию 2014 года и самое главное, кто отвечает за обстрелы мирного населения? Давайте, чтобы вы понимали, есть несколько фактов, которых почему-то стараются умалчивать, об этом не говорить, но для любого, так скажем, человека, который этим вопросом интересуется, не так уж сложно это все поднять и найти. Начиная с 2014 года обстрелы наших городов, то есть мирного населения, когда у нас еще не было соответствующего возможности и вооружения, чтобы ответить войскам тем же, сюда было организовано так называемые туристические туры. То есть любой гражданин Украины мог, по-моему, за 500 или 800 гривен приехать на позиции и произвести несколько выстрелов по городу. Такой вот циничный подход к таким вещам как раз говорит о том, что киевский режим, киевская хунта нас как народ не считала уже тогда. И виновные в обстреле начиналось все с того, какое решение принял киевский режим. Сейчас часы пройдут. Ведь ни для кого не секрет, что это не мы пришли к Киеву и привели войска и начинали требовать: сделайте так или иначе. Давайте еще раз посмотрим исторический процесс, как все происходило раньше, как происходило сейчас. Если вы помните, первым вопросом свободной Америки после Декларации независимости тоже одним из первых вопросов был, на каком языке будут говорить Соединенные Штаты. Точно таким же вопросом первым был и здесь. Первым вопросом, первым законом, который приняла хунта, это был запрет разговора на русском языке. Разницу чувствуете? Америка определялась, на каком языке она будет говорить, то есть понимая, что на то время у вас находились и англичане, ирландцы, французы, немцы, и много-много других, евреи, много-много других национальностей. Так здесь стоял вопрос запрет языка, на котором говорит 90% Донбасса. То есть сам вопрос, сама постановка вопроса была направлена на то, чтобы обозлить или унизить эту часть, далеко не маленькую часть, на то время и Крым, которые все говорили на русском языке. На сегодняшний день у нас два государственных языка, русский и украинский. Пожалуйста, мы спокойно, у нас работают украинские театры, у нас преподают украинский язык в школах. Мы не запрещаем тому, кто хочет разговаривать на украинском языке, пожалуйста. Кто хочет смотреть культурные новости, пожалуйста, идите в украинский театр, смотрите. У нас до сих пор есть украинские каналы телевизионные, которые человек, если хочет, может смотреть. Но то, что сделал киевский режим, это был уже первый шаг геноцида с самого начала, запрет разговора на языке. И этот геноцид в дальнейшем вылился вот в кровавое побоище. И судя из того, как они скрывают свои потери, мы знаем, сколько здесь погибло людей, к сожалению, и с той стороны, и с этой. Я говорю к сожалению, потому что это наши люди. И вопрос в том, что неправильно поданная информация, искаженная информация, как раз вот и привела к тому, что большинство людей уверовали, что они воюют против сепаратистов. А какие же мы сепаратисты? В чем выразился наш сепаратизм? В мировой практике народ провел референдум и определился. Значит, та власть, кстати, незаконная власть, потому что законного президента он сбежал, они создали такие условия, что он вынужден был сбежать, иначе бы это закончилось его смертью. Ведь они могли подождать буквально не очень немного и провести выборы, переизбрать законным способом власть, и тогда уже был другой вопрос.
Но коли они повели себя таким образом, пошли на захват власти, мы помним прекрасно, как Виктория Нуланд приезжала, раздавала там печенье, то есть они поддерживали весь этот переворот, они провоцировали людей на то, чтобы инакомыслящих нужно принимать какие-то кардинальные решения вплоть до войны. Мы это все прекрасно помним. Но точно так же я могу сказать, что придет время, когда мы придем в Киев и привезем пару вагонов своего печенья. Возможно, отправим посылку Виктории Нуланд, коли она так думает, что только печеньями можно изменить историю одного государства. Возможно, наша посылка как-то повлияет и на нее-то. Поэтому я скажу так, к сожалению, не народ, а правительство Америки, не народ, а правительство Америки создало такие условия для, они же поддержали тот переворот, который произошел в Киеве. Они сказали, да, все хорошо, все демократично, все законно. А нас говорят, нет, это не демократично, это незаконно. Вот такая система двойных стандартов, но для наших людей, да, в принципе, не только для наших людей, она в принципе неприемлема в мире. Поэтому мы такие же люди, как любое общество в мире. Мы живем по тем же демократическим принципам и хотим, чтобы эти принципы применялись ко всем однозначно и равноправно. А так получается, одним можно, другим нельзя. Мы говорили о том, что вот Великобритания провела свои выборы, ну и что, почему войска НАТО не пришли и не начинают войну с Англией за выход, имеется в виду. Почему? Но ведь они же провели такой же референдум, как мы провели 2 года раньше. Почему один референдум считается законным, а второй незаконным? У нас что, кровь другого цвета, или мы ее мало пролили, защищая свои права? Это неправильно. И с этим никогда у нас никто не согласится. Мы не понимаем, почему такое отношение, точнее мы понимаем, но мы знаем, что это решение всего лишь правительства, но не народа Соединенных Штатов. И сейчас как раз у народа Соединенных Штатов есть хорошая возможность сделать выбор для себя. Кто из президентов все-таки станет у вас и будет продолжать. То ли будет продолжать курс, который был до сегодняшнего дня, считая, что центр силы только вправе принадлежать Соединенным Штатам, то ли придут к пониманию, что жизнь людей или жизнь любого человека равноценно тяжела или равноценно зависит, в какой бы стране он ни проживал. Поэтому мы считаем и мы уверены в том, что именно то, что происходит сейчас на Украине, происходит при поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов и правительства Соединенных Штатов. Но то, что к нам приезжали добровольцы, то, сколько мы увидели даже гуманитарной помощи, которая приходила через другие страны к нам, и я знаю, сколько к нам приезжало людей простых, те, кто в курсе, потому что информация у вас тоже не доходит до простого народа, они как раз выражали солидарность с нами. То есть на уровне общения двух народов у нас есть общее понимание. На уровне общения правительств у нас большие разногласия. Ведь Джона Маккейна мы приглашали, я ему даже гарантировал безопасность. Он бы посмотрел, что такие демократические выборы. Возможно бы он изменил свое отношение, если бы он увидел, скажем так, то, что происходит здесь. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз рассказывать то, что своими глазами не видел. Поэтому в данном случае, мне кажется, именно такая поддержка европейских стран, именно правительства Европы и Соединенных Штатов привела к тому, что на сегодняшний день у нас идет гражданская война. In 2014, Ukraine and other Western countries claimed that Russia invaded Donbass. Can you tell us about that, and can you tell us who are the soldiers in the Lugansk People's Republic Army?
В 2014 году Украина и западные средства массовой информации заявляли о том, что Россия вторглась на Донбасс. И как вы можете это прокомментировать? И сразу же вопрос с этим связанный. Скажите, пожалуйста, кто является солдатами, военнослужащими армии Луганской Народной Республики? Я знаю, Патрик, что вы не просто живете в Донецке, вы выезжали на передовую в Донецке, вы были в вооруженных силах ДНР, и я вам скажу, что точно так же, как и в ДНР, у нас все жители Луганской Народной Республики, которые добровольно, подчеркиваю, добровольно, без принудительного призыва, без государственного призыва, все люди пришли служить добровольно, на добровольной основе. Поэтому у нас армия, я бы сказал, не просто добровольческая, она основана на принципах национально-освободительного движения, которые каждый, кто считает вправе и имеет желание защищать свою родину, может прийти и служить в армии. По вторжению России, во-первых, для чего это России? Это было бессмысленно. Но никто этого не отрицает, что добровольцы из Российской Федерации приезжали и служили в тот момент в наших вооруженных силах. Но это так же естественно, как вот у вас сейчас происходят волнения в городах, когда убили несколько афроамериканцев. И у вас сейчас идут большие волнения в городах. При этом и жители Мексики возмущаются, и многих других ближайших стран. У нас это естественно. Для нас неразделимо понятие Россия и до некоторых пор и Украина, Беларусь. Это всегда был, есть и будет единый народ. Поэтому это брат приходит на помощь брату. Это здесь нет наемников, как есть наемники с Польши, есть с Африки и много-много других. И мы их видели. Мало того, что мы их видели, честно говоря, так уж получалось, но война есть война. Мы воевали против них, а они воевали против нас, наемники. Когда был сбит Ил-76, там же были наемники, мы же видели по их жетонам, по их паспортам, с каких стран они были. Мы же их сюда не приглашали, они сюда приехали. Так что говорить о том, была ли здесь Россия, это все равно, что задавать вопрос, а на каком основании сюда приезжали наемники из других стран. России не надо было сюда входить. Если бы сюда вошла Россия, то поверьте, мы бы остановились уже далеко за Киевом. Это уж точно. И на тот момент, когда у нас не было оружия, но у нас был такой настрой, то теперь, имея собственную армию, ЛНР и ДНР, в случае любых боевых действий, я вам точно скажу, что как минимум свои территории мы точно вернем, это как минимум. А если Киев будет поступать таким же образом и вести себя подобным нагло циничным, как они привыкли себя вести, то если будет поддержка на тех территориях, которые сейчас еще считаются территорией Украины, возможно, там начнутся свои национально-освободительные движения. Поэтому не факт, что вся Украина загорится огнем. Я думаю, нынешнее правительство это прекрасно понимает. Поэтому вопрос вооруженного конфликта, знаете, Гитлер мечтал о блицкриге, но Порошенко дважды пытался и дважды проиграл. Вряд ли он решится на третий шаг. И здесь российских войск не было и быть не могло. По одной простой причине. Я считаю, Россия, скажем, как государство даже и не должна была вмешиваться в этот внутренний конфликт. Если бы она вмешалась как государство, поверьте, конец Украины был бы уже давным-давно, уже все бы забыли о том, что это было. Do you believe that the Lugansk People's Republic will ever return to the full control of Ukraine? Скажите, а вы верите, что территория Луганской Народной Республики, сама Луганская Народная Республика вернется под полное управление Украины? Вероятность
такова вероятность существует только при одном условии. Если на территории Украины не будет нынешнего правительства, это раз. Во-вторых, если это будет новое правительство, это будет правительство, которое ориентировано на русский мир, то есть эта Украина должна быть Украиной ориентирована, точнее не ориентирована, а должна быть по духу славянской, братской, родной, как это было до того. Тогда при таком раскладе, возможно, мы и захотим остаться в составе той Украины. Опять же, это вопросы, которые обязательно будут вынесены на референдум, и народ сам определится, с кем и как ему оставаться и в дальнейшем жить. Здесь нельзя сказать, как хочу я. Мое желание – это всего лишь желание частного лица, пускай даже главы государства. Но такие вещи должен определять народ. И на сегодняшний день у нас такого желания нет. В будущем, возможно, но опять же, это только по волеизъявлению же народа. In your opinion, do you believe that it's possible for the Lugansk People's Republic to join Russia as Crimea did? Как вы думаете, возможно ли для Луганской Народной Республики вступление в состав в России по крымскому сценарию? Нам бы очень хотелось, но этот вопрос должна решать Российская Федерация и Народная Российская Федерация. Но мы надеемся. Currently, what is the role of Russia in Lugansk People's Republic? Скажите, какова роль Российской Федерации сейчас в жизни Луганской Народной Республики? Но вы, никто этого не скрывает, вы это видите и знаете, что большая часть, это процентов, скажем так, 80-85 всей гуманитарной помощи, это приходится на помощь нашей братской российской стороны. Мы не отрицаем, что некоторые и общественные организации Европы принимают здесь участие, но, естественно, она менее значимая для нас, чем помощь России. У нас, понимаете, почему мы пошли по этому пути? Мы едины духом, мы едины верой, мы едины мыслями. У нас всегда была связанная экономика. И глупо было бы все это рвать, менять ради призрачного чего? Вступления в Евросоюз, которого нет, не будет никогда. Евросоюз обманул чаяние как раз Украины, которые все очень желали вступления в Украину. В результате что они сейчас получили? Получили еще больше коррупции, власть олигархов, получили уже не небесную сотню, а, наверное, небесную дивизию, ради чего было пролито столько крови. Ни один из пунктов, что хотел Майдан, не выполнен. Наоборот, он стал антимайданом. И я думаю, что конец Украины будет как раз третьим Майданом, который вот снесет всю эту власть. А с Россией мы потому и адаптировали сейчас все законы под Российскую Федерацию, потому что у нас рубль входит, ведь мы предлагали, ведь мы ввели мультивалютный курс для чего? Чтобы посмотреть, что собственно и народ хочет. Это такой мини-опросник, какую валюту будет народ выбирать, к чему он тяготеет. Но как мы можем искать пути сближения с Украиной, которая нас полностью заблокировала? У нас нет поставок воды, у нас нет поставок гуманитарной помощи. Украли все сбережения нашего народа, все пенсии, все банковские счета, все украдено, все осталось на Украине. Люди, которые проживают на этой территории, остались ни с чем. И Украина отказывается выполнять эти свои обязательства как государство, которое считает эту территорию пока еще своей. Но так не бывает. Мы точно знаем и понимаем, что на сегодняшний день Украину интересует не народ, проживающий в двух республиках, а именно богатства, которые находятся на территории, принадлежащей этому народу. Их интересуют шахты, их интересует газ, их интересует золото, их интересует промышленность, развитая промышленность. Возможно, и не без того, что мы знаем, сланцевый газ сюда заходили. И опять же, чьи компании
пытались выкупить эти территории. Не российские, а американские и европейские компании. То есть мы понимаем, почему и как происходит, что движет этими компаниями, что движет правительством. Но мы точно так же делаем большую разницу между народом Соединенных Штатов и правительством Соединенных Штатов. Мы понимаем, с кем мы можем общаться, а кто выступает против нас. Поэтому Россия является не только нашим стратегическим партнером, экономическим партнером, политическим партнером, но она является нашим домом, куда мы временно, по независящим от нас причинам, еще не вернулись. Но каждый житель республики знает, что не так уж много времени осталось для решения этих вопросов. И все знают и не просто верят, а знание это высшая форма веры, что мы все-таки придем к себе домой. Мы не можем не прийти. Мы единый народ. Народ невозможно разделить надолго. Recently, the Ukraine media reported that there was an attempted coup to take power in Lugansk People's Republic. Can you tell us a bit about this? Недавно украинские средства массовой информации сообщали о попытке государственного переворота в Луганской Народной Республике. Не могли бы вы прокомментировать это, рассказать нам об этом? К сожалению, я не смогу комментировать по нескольким причинам. Ведь у нас такое же законодательство, как и в любой другой стране. То, что является тайной следствием, я просто не вправе комментировать. Во-вторых, для этого есть специальные органы, насколько я знаю, они периодически дают пресс-конференции, которые освещают процесс, который происходит. Но то, что такая попытка имела место, это факт. The assassination attempt that took place in August of this year, do you know who is responsible for that? Ну и вопрос, связанный с предыдущим. Попытка покушения на вас в августе. Вы определились, кто ответственен за это? Опять же, я не могу определиться или назначать виновного. Для этого есть следственные органы. Но этот вопрос, скажем, он имеет более глубокие корни, и опять же правоохранительные органы периодически дают пресс-конференцию, насколько я знаю, скоро будет очередная, которую я тоже с удовольствием послушаю, насколько далеко они продвинулись в этом вопросе. Ну, вы знаете, что такое покушение? На Фиделя Кастро там более 600 раз покушались. Человек дожил до 90 лет, ему доверял народ, и я бы хотел сказать, что запугать такими методами, наверное, можно, но, наверное, опять же, и не всех. В то же время я видел ту поддержку, которую выразил наш народ, руководители наших районов. Я понимал, что и понимаю в том, что то, что мы делаем, пускай это и не совсем имеет полный эффект и результат, чего бы мы хотели, но самое главное, у нас есть общее понимание, что мы делаем правильно. И, возможно, иногда нужно идти чуть медленнее, чем нам бы хотелось, но лучше медленно и уверенно, чем побежать и в чем-то ошибиться. У нас эти процессы за 2 года, и экономические, и политические, если давать им оценку, пускай это дает кто-то другой, но я знаю, что каждый человек это видел и видит на сегодняшний день и может ощутить. Не так давно, чуть больше года, а еще в 2014 году, да и в начале 2015 у нас не было даже своего бюджета. Мы даже не был сформирован. Мы даже до конца еще не знали, каким он будет. Мы не знали, как заплатить людям пенсии, которые Украина отказалась выплачивать. Но мы шаг за шагом потихонечку восстанавливали экономику, развивались. И на сегодняшний день у нас есть и свой бюджет, пускай он социальной направленности, он больше ориентирован на выполнение социальных требований и нужд народа, пускай он еще не в полной мере, скажем, может покрыть все те запросы, которые существуют у нашего народа. Но теперь каждая
пенсионер знает, что пенсию он или она получает вовремя, зарплаты выплачиваются, социальные различные вопросы тоже закрываются. И опять же, по тому, как будет закрыт год, хотя я уже сейчас говорил на открытом совещании, могу сказать и сейчас, да, у нас есть часть сэкономленных денег и будет специальная единоразовая помощь для наших пенсионеров, выплачена еще в этом году. А если Минфин не доложит, мы посмотрим, сколько мы смогли саккумулировать или дополнительно получить средств в бюджет, возможно, будет и повышение в следующем году пенсий. Поэтому мы лучше сделаем потихонечку, но это будет стабильно гарантированно и надежно. И мне кажется, так меньше риска допустить какую-то крупную ошибку. Can you tell us what is the status of the infrastructure in LPR and how has it been repaired and grown since the beginning of the war, and how does it compare to before the war? Скажите, пожалуйста, о состоянии инфраструктуры в Луганской Народной Республике и о том, как она изменилась с момента окончания военных действий и до настоящего момента. Ну, вы знаете, достаточно сильная инфраструктура наша пострадала во время боевых действий, потому что вооруженные силы Украины не заботились о том, чтобы сохранить что-то в целости и сохранности. Наоборот, у нас сначала были подозрения, теперь мы твердо убеждены в том, что их не интересовало и до сих пор не интересуют, не интересуют люди. Их интересует территория, на которой есть столько богатств. Поэтому они не смотрели и абсолютно не интересовались, куда они попадают, что они разрушают. У нас очень много разрушений и школ, садиков, жилых домов, водоотводов и многих электростанций, промышленных предприятий, заводов, многое, что было нарушено. И, честно говоря, еще раз говорю, что если бы не дружественная помощь Российской Федерации, которая нам помогала конвоями, в том числе и строительными материалами, мы, наверное, за такой короткий период не смогли все это восстановить до того состояния, в котором сейчас это находится. Большинство всего этого уже восстановлено. Да, есть еще те, которые мы не успели, но они, которые менее пострадали, или на сегодняшний день мы понимаем, что их запуск будет чуть отложен до определенного периода, они будут в следующую очередь восстановлены. Но большинство уже восстановлены и работают. Can you tell us the status of the front line right now? Is there active fighting going on at the front line? Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится линия фронта, линия соприкосновения? Ведутся ли активные боевые действия? Нет, активных боевых действий нет, но мы каждый день фиксируем обстрелы, которые ведут вооруженные силы Украины. В частности, уже после того, как мы подписали развод войск, вы знаете, что до сих пор Украина не начинает эти процессы. Вчера они должны были, заявили с утра, что начинается отвод вооружений в Донецкой Народной Республике. Донецкая армия Донецкой Народной Республики отошла на положенные 2 километра, даже более. Украинская армия не отошла и продолжала обстрел. И вчера армия ДНР вынуждена была вернуться на те позиции, с которых они уходили. Точно так же трижды мы пытались развести у нас на станице Луганска, и до сегодняшнего дня это не происходит. Вооруженные силы Украины не делают, не выполняют свои обязательства. Более того, обстрелы и продолжаются сейчас, и у нас есть пострадавшие из этих обстрелов, есть раненые и убитые, к сожалению. Do you believe that Lugansk People's Republic will be recognized by the international community around the world as an independent state? Скажите, верите ли вы в то, что Луганская Народная Республика будет признана в качестве независимого государства в международном сообществе и другими государствами? Вы знаете,
Мы тоже не откажемся от такого развития событий. Почему? Потому что для нас это тоже один из шансов саморазвития. Конечно же, для нас самый лучший, самый быстрый, самый надежный сценарий — это если мы войдем в состав Российской Федерации, и тогда вся, скажем так, вся тяжесть развития, обеспечения и так далее ляжет уже на наше совместное новое, так сказать, государство Российской Федерации. Но здесь, если нас признают отдельной республикой, значит, тоже есть несколько вариантов развития. Если будет референдум и народ захочет вступить, то уже будем вступать в качестве свободной республики. И есть вариант такой, что народ захочет самостоятельно развиваться как республика. И этот шанс, то же самое, мы будем использовать. Он для нас, ну скажем так, пусть сначала признают, а потом мы определимся, куда мы пойдем. In my time in Lugansk People's Republic, I've noticed that in the internet there are certain Western websites, Ukrainian and Western websites, such as BBC.com and Radio Svoboda, that are restricted from being viewed from home computers. Can you tell us why this is? Во время своего пребывания в Луганске я заметил, что определенные веб-ресурсы в интернете, как украинские, так и иностранные, заблокированы для доступа пользователям персональных компьютеров в Луганске. Это такие ресурсы, как bbc.com и Svoboda, это radiosvoboda.com. Почему они заблокированы? Вы знаете, мы блокировали только те каналы, которые несли, ну скажем так, наиболее экстремистскую информацию, призывы к терроризму, к взрывам и так далее. Поэтому эта информация, мы предупреждали о том, что если такая информация будет идти с каких-то каналов, мы примем соответствующие меры. Поэтому данные каналы были закрыты именно по этим вопросам. How does life right now for the normal citizen compare to life before the war? Как бы вы сравнили жизнь обычных граждан довоенную и теперешнюю? Вы знаете, это большая принципиальная разница. И вопрос здесь уже не в комфорте, в сытости или в обеспеченности. Здесь вопрос в том, что если мы в чем-то пока еще немного потеряли в каких-то экономической выгоде, но мы гораздо сильнее выиграли в том, что наше сознание, ну скажем так, стало более свободным, более прогрессивным, и каждый человек сделал свой выбор, осознанно сделал выбор. Ведь те, кто хотели, они могли выехать и в Киев, и в Российскую Федерацию, и в любую другую страну по собственному желанию. Но то, что на сегодняшний день у нас почти 95% вернулись и находятся здесь, говорит о том, что вот, свобода, сознание, осознание того, понимаете, была территория, стало государство, было население, стал народ. Вот появилось какое-то общее такое единство, единство в понимании, единство в общении, в жизни, когда любые праздники проходят сообща. У нас во время войны люди, которые, скажем так, между собой мало общались, соседи, которые жили в больших домах, как правило, редко знали, там, кто находится ниже на площадке там, или на 2 этажа выше. Во время войны они объединились. Почему? А потому что не было света, не было воды, не было связи. Людям приходилось варить пищу внизу. То есть они объединены были одним способом общения. И тогда появились вот такие вот связи, которые были нарушены вот мирной жизнью. В мирной жизни никто не интересовался. А они были во время вот таких приготовлений пищи, это больше было не сам процесс приготовления, процесс общения.
Люди общались, люди знакомились, люди делились. Кто-то пошел там, получил хлеб, кто-то воду. Они все приносили в общий котел. И вот это единство породило тот фундамент сплоченности, на котором сейчас и стоит вся республика. Когда было население, а стал народ. Народ, объединенный одной позицией, одной верой, одним пониманием, одним желанием, одним стремлением. То есть это уже тот монолит, который дает право гордиться, надеяться и быть уверенным в том, что сломать такую уже невозможно. Приобрел ту крепость, которая сломать невозможно. Противостоять очень сложно. Народ победить невозможно. Его можно или уничтожить, или проиграть. Что быстрее всего, кто попытается нас, скажем так, путем войны заставить чему-то, они обязательно проиграют. What is the role of the OSCE in LPR, and do they help the situation, hurt the situation, and do they accurately report what happens? Скажите, пожалуйста, какова роль ОБСЕ и наблюдателей от ОБСЕ? Помогают ли они ситуации в Луганской Народной Республике и сообщают ли они обо всех фактах, которые происходят? Я задал этот вопрос просто потому, что на сегодняшний день, мягко говоря, ОБСЕ оказалась в не самой лучшей ситуации. Не самой лучшей почему? Потому что в начале 2014-го, большую часть 2015 года ОБСЕ практически открыто поддерживала позиции Украины и вооруженных сил Украины. Но после того, как вооруженные силы начали обстреливать представителей миссии, не единожды они попадали под обстрелы. После того, когда вскрывались факты вопиющие, когда они не пускали ОБСЕ на свои территории, когда были доклады о том, что они отвели вооружение, они были найдены на территории линии разграничения, ОБСЕ получилось, несет за это ответственность. И можно некоторое время как-то манипулировать, или даже не манипулировать, быть внутренне убежденным, что ты прав, но под количеством фактов происходит самосознание, что все-таки, наверное, не до конца все так, как мы говорили. И на сегодняшний день мы уже слышим, что ОБСЕ говорит открыто о том, что вооруженные силы Украины не выполняют требования, не дают информацию, не допускают на эти объекты. ОБСЕ уже начинает конкретно говорить на минских переговорах, что Украина, вы не выполняете. Если до этого говорили, что мы там, или Россия, кто-то еще, то теперь уже конкретно определен источник невыполнения минских договоренностей. И с одной стороны нас это радует, потому что изменение позиции ОБСЕ для нас немаловажно в решении этих минских вопросов, но в то же время это говорит о том, что ОБСЕ не настолько уже и мертвый орган, который будет слепо выполнять задачи, невзирая на те факты, которые игнорировать они не могут. Я не единожды встречался с представителями ОБСЕ, с различными, я могу сказать, что это адекватные, грамотные люди, которые, на мой взгляд, все уже прекрасно понимают, но в силу определенных международных сложившейся ситуации, но они продолжают выполнять свою поставленную задачу и миссию. Но с каждым днем, имея такого партнера, как Украина, как Порошенко, им все труднее и труднее называть белое черным. То есть они уже должны и признают то, что кто на самом деле является виновником невыполнения минских договоренностей. For the average person around the world that has no idea what Lugansk People's Republic is, how would you explain Lugansk People's Republic to them? What Lugansk People's Republic wants, the people, what they want, and what message they want to get out to the world? Для простых людей во всем мире, людей, которые не имеют представления о том, что такое Луганская Народная Республика,
Как бы вы ответили на вопрос, что такое Луганская Народная Республика и что Луганская Народная Республика и ее народ пытается сказать людям? Ну, это, наверное, будет самый краткий ответ на этот вопрос. Проще всего, у нас говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз рассказывать. Но для европейцев, американцев мы можем сказать только welcome. Поэтому вы все сами увидите, все сами посмотрите, потому что вы можете считать, что моя подача информации или мое мнение не соответствует каким-то официальным источникам, но они должны тогда поверить вам как журналистам. А если они и вам не верят, тогда, пожалуйста, welcome to Луганск. Смотрите, ходите. Вы видите, что у нас спокойно можно передвигаться, у нас существуют те же законы, которые у вас, тот же демократический принцип, то же законодательство, та же защита любого гражданина в любой сфере, любой правовой вопрос. Поэтому приезжайте, смотрите, удивляйтесь и рассказывайте правду. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо.